Лук жарился долго-долго, масло стало ароматным-ароматным, а лук румяным-румяным. А замешанное из пол-литра воды, 1 килограмма муки и 50 грамм растительного масла тесто выстоялось, тесто вылежилось, стало мягким и очень податливым. Тесто здесь больше 1,5 килограмма. На 6 кусков разрежем. Муки подпылить немного и скатать из каждого комка теста ровненькую, кругленькую заготовку, которую начнешь раскатывать скалкой, и она превратится в ровный, очень аккуратный круг. Убрать обратно в пакетик, чтобы не подсыхали. Ну а эту заготовочку начнем раскатывать. Торопиться не надо, слишком много усилий тоже прилагать не надо. Устать еще успеете. Ведь сегодня мы собрались готовить самсу. Да самсу непростую, самсу особенную, слоеную. А вот что будет начинкой для этой самсы, пусть это останется для вас сюрпризом. Думаю, что вот так достаточно. Слишком тонко не надо. Возьмите масло немного. Да-да, именно горячего масла. И прямо на тесто. Некоторые поливают холодным маслом, и в результате тесто потом все равно слипается. Понимаете? А когда масло горячее, оно тесто слегка термически обрабатывает. И это тесто теперь не склеится, так и останется слоями. Сворачиваем в аккуратненький рулетик. Следующий комок теста. И этот листик теста маслом и растереть. Сворачиваем рулетик потолще. Так слой за слоем. 3 листа теста, пожалуй, что хватит. Самса получится из очень тонких слоев и очень-очень хрустящая. Сворачиваем 3-й рулетик. То же самое повторяем с 3 оставшимися сочными. Тесто готово. Замечательное тесто. Штук на 15, на 20 самсы. А вот начинка у нас будет особая. Впрочем, начинка не будет сюрпризом для тех, кто смотрел нашу прошлую программу, когда мы готовили кю-кю из черемши и зелени. Черемши у меня много. Прислали из Чечни, прислали из Грозного друзья, соратники по работе вот над этой книгой. В Узбекистане, в Киргизии, по всей Средней Азии, как весна, все готовят манты и самсу с зеленью. Зелень собирают в горах, предгорьях самую разную, самую необыкновенную. Когда я работал над этой книгой, я предложил чеченским друзьям готовить с черемшой манты. А сегодня я хочу приготовить с черемшой самсу. С черемшой и, разумеется, с другой зеленью. Причем часть самсы у меня будет абсолютно постная. Потому что есть друзья, которые сейчас соблюдают пост, православный пост. А часть самсы будет с зеленью, черемшой и сыром. Это наш домашний сыр. Тот сыр, который мы сами готовили. Снимали ролик. Вот здесь дома готовили. Кто пропустил этот ролик, сам себе виноват. Впрочем, я добрый. Ох, я и добрый. Вот здесь есть QR-код. Вот здесь есть ссылка. Возьмите и посмотрите. Это очень интересно. Сыр готовится на самом деле гораздо проще, чем, скажем, сливочное масло. Обычно, когда черемшу готовят в Чечне, в Ингушетии, там ее приправляют сливочным маслом. А я хочу сегодня предложить приправить и зелень, и черемшу не сливочным маслом, а маслом растительным. Тем маслом, в котором был обжарен лук. Кстати говоря, лук тоже пойдет в начинку. Для сытности и для баланса. Потому что вот здесь у меня довольно много кисленькой зелени. А лук, жареный лук, имеет отчетливый сладкий вкус. Да еще и черемша, пряная черемша. Ох, и оркестр же у нас собирается. Ох, и вкусно же это будет. Вот теперь посмотришь, кажется, не очень много черемши. А на самом-то деле ее был огромный пакет. Сейчас смешаем с луком, с
Смешаем с маслом, смешаем с остальной зеленью. Разумеется, все это непременно надо посолить и поперчить. Да, черный перец будет в самсе очень уместен. Пожалуй, что никакой зиры, пожалуй, что никакого кориандра, никаких других специй. Потому что здесь все и без того очень ароматное. Вот разве что чуть-чуть жгучести для аппетита. Ну, и давай всю зелень. Рулет из теста необходимо нарезать примерно на равные столбики. Грамм по 60, по 70, я думаю, будет очень хорошо. А вот теперь, как станете раскатывать тесто, никакой муки на подпыл. Иначе все слои забьются мукой, и самса получится обычный, а не слоеный. В центр будущей самсы хорошую добрую ложку начинки и складываем треугольник. Перевернули и на противень. Вот эта самса пойдет моему другу, который соблюдает православный пост. Ему сейчас ни мяса, ни молочного, ничего нельзя. А всем остальным, кто здесь присутствует, можно, поэтому я в начинку добавляю наш домашний сыр. Если кто-то не посмотрел, как мы его готовили, может посмотреть на моих каналах в социальных сетях. В том нет ничего сложного. Ни посмотреть, ни такой сыр приготовить. Он полежал несколько дней в холодильнике и стал невероятно вкусным. И вообще все это очень красиво. Изумрудная зелень, прекрасный белый сыр. Ну, держись, самса. Идите сюда поближе. Я хочу показать, как оно все получается. Расплющили заготовку из слоеного теста и раскатываете. Причем надо стараться сделать так, чтобы края листа теста были чуть тоньше, чем середина. Ведь середина-то потом натянется, будет бугорком, она сама по себе станет там тоньше. Хочу, чтобы вы обратили внимание, как заворачивается треугольная самса. Ну, одним краем очень просто. Накинули половинку. Теперь второе бедро треугольничка. И вот этот уголок необходимо слегка подкрутить. Вот буквально на полоборота. Еще раз. И оба уголка подкручиваем. Все, самса никуда не денется. Она под своим весом будет лежать на противне и, разумеется, не развернется. Вот эта самса, та, что с сыром, я ее помечу черным кунжутом. По чуть-чуть черного кунжута, значит, тем, кто постится, нельзя. На самом деле, я с большим уважением отношусь к тем людям, которые соблюдают посты, которые исправно молятся, посещают церкви, либо мечети. Но не все к этому готовы. Рано или поздно все хорошие люди сами туда придут. А нам пока остается лишь с уважением относиться к тем людям, которые соблюдают все традиции. 170 градусов. Минут на 25. Тесто тоненькое, зелень можно и так есть, а лук у нас отлично пожарен. Дорогие друзья, во-первых, мои книги всегда можно купить на сайте stalik.ru. Мы их отлично упаковываем, доставляем, и при желании покупателям
я могу поставить какой-то личный автограф. Но еще мои книги можно купить на сайте megamarket.ru. Я внизу дам ссылку обязательно. Почему удобно покупать на сайте Мегамаркет? Во-первых, там сейчас проходит колоссальная акция. 31% кэшбэка. Что это означает? Вы покупаете вот эту шикарную книгу «Плов», либо вот эту шикарную книгу «Казан» за 3950 рублей. Вам начисляется кэшбэк 1225 рублей. Понимаете? Ну, вот посмотрите, просто шикарно. 543 рубля за недорогую книжку «Мангал». Недорогая, но очень полезная. И так далее. Книжка «Сталик Видеобук» никогда не продавалась ни в каких маркетплейсах, а теперь продается на сайте Мегамаркета. И кэшбэк 1178 рублей. Но это еще не все. Некоторые люди ухитряются покупать мои книги. Знаете, за сколько? Вот посмотрите. Человек купил книжку «Мангал» и заплатил всего лишь навсего 18 рублей. Кто-то купил книжку «Плов» и заплатил 40 рублей. Но вот эти люди, вот они уже получили, доставлено покупателям, здесь написано, вот эти книги уже получили люди. «Счастье кулинара», «Сталик Видеобук», «Плов. Кулинарные исследования». Они заплатили, знаете, сколько? 0 рублей. Каким образом? Если вы пользуетесь карточками Сбера, то там начисляются особые бонусы. Сбер спасибо. И многие не знают, как их потратить. Значит, заходите на сайт Мегамаркета, ищите кулинарные книги Сталика Ханкишиева. Потом я вас отдельно хочу попросить. Значит, вот здесь есть возможность выбрать среди продавцов. Выбирайте Сталик Ханкишиев. Значит, почему это необходимо сделать? Дело в том, что очень многие какие-то магазины продолжают торговать моими книгами, но это остатки книг, которые кочевали со склада на склад и неизвестно в каком состоянии. У меня книжечки новые, отлично упакованные, вы получите и будете очень рады. Итак, по Сбер спасибо можно получить даже бесплатно, либо заплатить столько, сколько вам удобно. Можно получить огромный кэшбэк 31%. И кроме того, шикарный выбор для подарка, да и просто для себя любимого. Я говорил вам, что при 170 градусах самса будет выпекаться 25 минут. У меня был расчет на ту самсу, которую смазывают то ли молоком, то ли яичным желтком, и она поэтому румянится очень быстро. Но сейчас пост, смазывать нельзя, поэтому самса румянилась несколько дольше, все 35 минут. Но ничего. Зато посмотрите, какая она получилась. Очень ароматная, очень пышная. Надеюсь, что хрустящая снаружи и сочная внутри. Во всяком случае, то, что тесто у нас получилось слоеным ровно так, как надо, можете не сомневаться. Посмотрите, полюбуйтесь на эту самсу поближе. Ну вот и все готово. Мне осталось только пожелать всем крепкого здоровья, всем хорошего настроения и приятного аппетита всем тем, кто постится, соблюдая мусульманский месяц Рамазан, и всем тем, кто постится по православному. Пусть Господь услышит ваши молитвы. Я думаю, что к ним присоединятся и неверующие люди тоже. Приятного аппетита, дорогие друзья!